Hi guys, вы на канале у меня в Канаде, и в этом видео мы поедем с вами устраиваться, работать в доставку. Доставка у нас будет, скорее всего, Uber, так как в DoorDash я пока на данный момент не могу там работать, объясню попозже. Вот, на данный момент прям в прямом эфире вместе с вами ловлю свой первый заказ, точнее пытаюсь его словить. Наконец-то я прошел регистрацию, наконец-то мне все подтвердили. Скажу так, что очень-очень-очень все проверяют. Я имею в виду в плане документов, когда ты выходишь на линию, просят сделать фотографию и так далее. То есть обмануть приложение, либо по чьим-то другим, допустим, аккаунтам ездить в Канаде, либо в Америке не получится. Если вы рассматриваете себе этот вариант, то имейте это в виду. Если будет интересно, я могу записать отдельное видео о том, как зарегистрироваться в Uber. Это Британская Колумбия, для тех, кто впервые здесь на канале, то есть это город Чилевак. И если это будет интересно, я могу полный обзор записать, поделиться, так сказать, и рассказать вам, какие вам документы нужны. Практически все нужно, все, что у вас было. Вот я реально все отправил, все, что у меня было, все документы проверяли. Вот, еще так, что у меня? У меня есть такая вот сумочка, типа термо. Ее не просили, чтобы она у тебя обязательно была, потому что в DoorDash вы обязательно должны сфотографировать. Если у вас, допустим, в DoorDash нет сумки, то вы должны ее купить там. То есть вас просят, когда вы регистрируетесь, чтобы вы сфотографировали сумку. И маленькую коробку взял также для соков. Ну, то есть, вы поняли, для напитков. Посмотрим, как оно все будет. Я вообще не уверен, выйду я сегодня или нет, потому что, честно скажу, что я вот уже минут 20 тут стою в коридоре, кукарекаю, потому что мне все кажется, что я сейчас уйду, а на самом деле я уже обутый, одетый и готовый выходить, но заказы не идут. Опять-таки хочу еще подчеркнуть для тех, кто не знает, у меня есть постоянная работа, и это будет у меня дополнительная работа. Хочу попробовать, почему нет, вот, и мы посмотрим. Буду делиться с вами заработком, буду делиться временем, сколько я работаю, поэтому все об этом вам расскажу. Все, не буду долго затягивать, я надеюсь, мы выйдем, и я вам покажу мой первый заказ. Так, друзья, у нас есть первый заказ на $15, по-моему, если я успел правильно прочитать. Я заберу заказ, в общем, и посмотрю, куда ехать, как далеко. Ну, там, по-моему, километров 5, наверное, что такое. В общем, сейчас поедем, посмотрим. Так, забрали, ставим сюда и погнали. Ехать нам 3 минуты, 2 километра пишет. Кстати, они приготовили очень быстро. На самом деле я вообще сидел, ждал, точнее не стоял. И заказ уже был готовый. То есть не можно было не ждать. Ладно, поехали. Так, ну что, я доставил свой первый заказ. В общем, мороки было просто куча. Заработал я $3. Вон, хотя мне изначально приложение показывало 15, не знаю почему так. То есть я забрал еду, ее приготовили быстро. О, и на самом деле вот у нас второй заказик летит. Погнали за 8,54 километра, нормально. Погнали брать. Ага, это налево. Так, это я знаю, где оно. А потом на Ведерот, а потом мы куда-то летим. Короче, видно будет. Ладно, погнали брать. Так, забрал заказик. Тут, кстати, атмосферочка такая. Вот бомжик один. Вон бомжики вторые стоят. Ждут уже, когда им что-нибудь перепадет. Так что бомжиков хватает. На маках они трутся часто. Вот видите, они крутят. Они на самом деле здесь модные. Они все на великах ездят. Вот. Так что передвигаются они на колесах. Не то, что наши ребятуси. Так, короче, поставим так. На самом деле готовят быстро. Я на самом деле не успеваю приехать. Я вообще в машине не сижу, не жду. То есть я приехал. Вот так вот. В общем, привез... Вообще не ждал. То есть я приехал и сразу мне вынесли заказ. Вот так вот. Ладно, поехали, довезем. Делаем фотку. Подтверждаем. И уходим. Обычно, когда доставщики доставляют заказ, нужно звонить в дверь. Вот, но некоторые просят о том, чтобы не звонить. И это на самом деле хорошо, то, что я дочитал до конца и не позвонил, потому что
Блин, уже темно на самом деле. Я не знаю, видите ли вы меня или нет. Очень неудобно. Очень неудобно ездить, снимать. Я не могу вам показать город. То есть, я думаю, что на выходные я выйду. Где-то пятница или суббота. И я вам поснимаю. Немножко больше города вам поснимаю, немножко больше себя, немножко больше вот этой движухи, потому что ну, сейчас темнота реально вообще непросветная, мне вообще не видно номера домов. Первый заказ я не договорил, когда я приехал, я искал заказ, не знаю, минут 15, наверное, ездил, я не в те адреса заезжал, потому что там огромный комплекс из домов, ты заезжаешь, там было 300 домов, и у него новый комплекс, его только построили, и там номер просто был 36, а комплекс один и так же называется точно так же. Я просто, когда заезжаю, там нумерация шла от 136 дома, и не было 30 какого-то там дома. И то есть я полчаса его искал, я уже написал ему, говорю, я не могу тебя найти, как тебя найти, он мне написал, я, в общем, начал ездить там по этому комплексу, там, я не знаю, там 300 домов, и, ну, там просто, не знаю, целый город. В общем, как-то с горем пополам его нашел, и оставил ему заказ, он открыл дверь, я извинился за то, что я, типа, долго был. Он сказал, не парься, ничего страшного. Ну, я знаю, это не страшно, типа, а потом репортнет меня, и все, и будет потом не страшно. Да, типа, не парься, я просто тебя зарепорчу, и все. Вот, здесь тоже доставил, то есть клиентка попросила о том, чтобы я перепроверил заказ, там написала, потому что в этом Макдональдсе они постоянно забывают что-то ложить, но в чем прикол? В том, что... Одну секунду. Сейчас я хочу перезайти, потому что когда вот, я заметил, когда ты так перезаходишь, то есть я нажимаю сначала офлайн, а потом я нажимаю опять, что я онлайн, то оно подкидывает больше заказов. Ну, точнее, не больше, а быстрее находит. Вот. И то есть девушка попросила на то, чтобы я перепроверил заказ в Макдональдсе. Но в чем прикол? Они тебе отдают пакет полностью запечатанный. И они даже напитки то есть запечатали и не дали мне налить самому, потому что здесь в основном ты наливаешь сам напитки. Вот, и то есть они полностью запечатали, я не могу проверить, что они положили, а что нет. То есть я не знаю, почему люди об этом не знают, те, кто пользуется доставкой, даже я об этом знаю. То есть доставщик не имеет доступа абсолютно к еде, и ну, как бы, типа, я единственное, что сказал, что перепроверить, она сказала, все нормально, там все нормально, и все, и дала мне пакет. Просто пакет 4 раза был запечатан, 4 стикерами. Вот, ну, в общем, не знаю. В общем, это был мой второй заказ. Я не знаю, сколько за него получил, еще пока мне почему-то не пришло уведомление, сколько я за него получил. Ну, вначале вы видели, сколько там сумма, я уже, честно, забыл, потому что я, типа, немного теряюсь, пытаюсь как бы находить эти все места. Вот, поэтому первый раз как бы очень тяжело на самом деле, потому что адреса незнакомые, все незнакомое, поэтому немного теряюсь, друзья. Вот, я надеюсь, сейчас еще какой-нибудь заказик ловим, третий, и поедем дальше. Вот, в общем, ждем. Сейчас придет, покажу вам. Так, друзья, у нас уже, как оказалось, следующий день. Следующий день, вчера я пошел домой, потому что уже было около 9 часов. И так как я обычно ложусь, иду спать где-то в 10-11, поэтому я уже принял решение, что пойду домой. То есть за вчера я сделал 2 заказа. На данный момент у меня $20 капнуло. То есть получилось так, что по $10 каждый заказ примерно вышел. Точнее, первый был 12, второй 8. Вот, сегодня у нас следующий день. Сегодня у нас 14 февраля, День влюбленных. И я выехал повозить заказы в 7:30 сейчас, как вы видите. Опять тот же заказ, я вообще его не беру, потому что предлагают 9,2 километра за $12 везти. Это, чтобы вы понимали, вообще так далеко. Ну, как так далеко? Я на самом деле сюда Юлю каждый день вожу на работу. Но это реально далеко. То есть я туда буду ехать 15 минут, плюс 15 минут возвращаться, это полчаса. За полчаса, то есть я 20 километров проеду. За $12, ну, как бы не годится. Если честно, в Uber я уже стою полчаса, и у меня ни одного заказа. То есть был только что заказ за $5, но тоже очень далеко. Поэтому сейчас стою, жду. И так, к слову, скажу, то, что 14 февраля, сегодня днем прям реально разрывался DoorDash. Было постоянно very busy. Сейчас как-то подутихло все, такое ощущение, знаете, как будто вот маленький город, и реально тут люди после 7-8 вечера просто засыпают, вообще никого нет. Опять тот же заказ за $5, 4 километров. То есть мне подкидывают, как вы видите, одни и те же заказы. Я так понимаю, что так как я типа новичок и без рейтинга, возможно, они мне подкидывают самый шлак.
потому как, типа, люди просто не берут эти заказы, как видно, по второму разу мне их предлагают. С учетом того, что я сейчас стою в бизи-эрии, и мне не хочется отсюда уезжать. То есть, если бы куда-то вверх, в другую бизи-эрию, то да-да-да. А так получается, что она меня выгоняет абсолютно за радиус. Посмотрим, постоим еще минут 10, если ничего не будет, то поеду. Вот. План такой. Так, 3 километра с Папы Джона, один айтем. Давайте возьмем, потому что welcome to Google Maps Navigator. Давайте. Короче, везем. Поехали. Hi, delivery for Farhana. Nice, thank you. Покажу вам райончик, который приехал. Обычно, на самом деле, типичный район в Канаде. Вот. Но единственный такой прикол, то, что он мне не указал, в какому дому. Просто адрес указал и все. Поэтому не знаю. Сейчас буду искать, смотреть. Вон, увидеть на карте, что точка стоит слева. Типа дом справа, скорее всего, вот этот. Сейчас будем смотреть. Так, доставлено. Катим назад. Тут светло, кстати. Очень даже. Так, заказ опять с Макдональдса на DoorDash. Везти меньше километра. 4 бакса берем. Поехали. Я вернулся просто к Макдональдсу опять. С того заказа. С того заказа у меня получилось $4 50 центов, по-моему. И ехать мне было 4 километра туда и назад. В общем, 8 километров я проехал, но я вернулся опять в Эрию. И вот сейчас опять словил заказ. Мне буквально проехать вот в этот Макдональдс. Я возле него уже стоял. Поехали брать. Погнали. Прикол в том, что в этом Макдональдсе он очень близко к месту, где висят вообще бомжи. И в этом Макдональдсе я часто вижу то, что они подходят вот сюда. И здесь, если вы видите, то здесь ты набираешь напитки самостоятельно. И они подходят со своими стаканчиками, набирают себе напиток и пьют, сидят бесконечно. Вот. И такой лайфхак здесь. Ну, то есть, на самом деле, я могу подойти попить на морозе и уйти, но, естественно, обычные люди так не делают в основном. Но они делают. Вот. Так, мне сюда. Попросили просто оставить под дверью. Ну, тут цветочки уже кого-то ждут. Но, скорее всего, ждут не меня. Так, делаем фотографию. Вот так вот с цветочками, чтобы красиво было. И все. Доставлено. 4 бакса. Поехали назад в ту же точку к Макдональдсу. Будем там сидеть ждать заказ опять. Кстати, как раз бизи-эрия. Сейчас вернемся в нее. В общем, сижу, жду заказ. Сейчас, не знаю, я в красной зоне, но уже 10 минут где-то сижу или 20. И такой момент, почему решил камеру включить. Вот видите, вот это вот трутся бомжики. И только что подъехал тип на красной машине. Ну, неважно на какой машине, просто сказал, что он красный, не знаю почему. Приехал, короче, тип, подъехал к ним, открыл окно и дал им просто целую пиццу. Просто так. И все, и поехал дальше. И вот они стоят, хомячат теперь эту пиццу. А я просто вот так сейчас стою, сижу и думаю, вот, чем они как бы занимаются, что они делают. Кстати, прикол в том, что вот у них, они все на великах ездят. Вот все поголовно. У них есть тут телефоны, у них есть вон там фонарики, все. Они нормально одеты. Ну, как нормально, я имею в виду, что они не в порванном. То есть нормальная, хорошая одежда, рюкзаки, наушники у них чаще всего есть. То есть они такие, знаете, как это сказать? Амбундированы. Как это сказать? Как сказать? Амбундированы. Мундированы? Не знаю. Вот. Амбундированы. Короче, они реально прикишкованы сильно. И так иногда думаешь, блин, ну ты
работаешь на основной работе, потом по вечерам ездишь, так подрабатываешь. Пацаны просто ничего не делают, они просто гасятся под Макдональдсом и подвозят еду. У них есть там бесплатный напиток, который они просто подходят и мешают там любые вкусы, которые они хотят. И ездят на великах, и у них все нормально, они не парятся. Они еще по-любому какие-то пособия получают от государства, наркотики, если тебе нужны. Ну, в общем, прекрасная жизнь на самом деле. Иногда так стоишь и думаешь, вот это да. Так, друзья, на сегодня у нас шабаш. Получается, что у нас? У нас Uber, как я и говорил завчера, у меня 20-25, это я сделал 2 доставки. И сегодня у меня тоже 2 доставки я сделал на DoorDash, и я заработал 8.25. Вот. И, кстати, я не уверен в том, что, походу, когда приходит заказ в DoorDash, если написано $5, то, походу, ты столько и получаешь. Но не знаю, не могу быть уверен. То есть завтра посмотрим. Возможно, придут еще типсы завтра. Дойдут к этим деньгам. Но, возможно, и нет. Типа, мне писало то, что в районе $4 каждый заказ был. Посмотрим, придут ли или не придут. В общем, за сегодня я сделал опять-таки 2 заказа, несмотря на то, что сегодня 14 февраля. Я выехал в 7:30, сейчас около 9. Как бы 1,5 часа я поездил, сделал 2 заказа. Сказать много, ну, сказать, что это вообще ничего, потому что я думал, что заказа будет намного больше. Ну ничего, посмотрим, что будет завтра, послезавтра, поэтому поехали в следующий день.